Всем привет, друзья! Продолжаем цикл роликов животных в деле, и на этот раз у нас представитель самого большого сухопутного животного в мире, и как видно в названии, это слон. Слон в деле, или проще мы с вами посмотрим, как этот гигант решает вопросы со львами, носорогами и бегемотами. Видео про этих ребят также есть на канале, все ссылки будут ниже в описании. Вы на канале Supreme Show. Надеюсь, ролик понравится, и заранее попрошу поставить палец вверх, подписаться и бейте в колокол. А теперь поехали! Наверняка все знают, что слон является самым крупным сухопутным представителем животного мира. Давайте вспомним размеры этих гигантов. Средняя масса слона 8,5 тонн. Максимальная масса нашего героя 13 тонн. Но более официальные данные, зарегистрированные в книге рекордов Гиннесса, указывают на цифру в 12 тонн и 240 килограмм. Это был африканский слон, которого застрелили в 1974 году в Анголе. Длина тела животного около 6 метров. Средняя высота сильно отличается, так как есть так называемые азиатские слоны, рост которых может составлять всего 2 метра, в отличие от африканских, которые достигают до 4 метров в высоту. Все цифры приблизительны и имеют средние значения. Мы же с вами в ролике в основном увидим, на что способен именно африканский слон. Сейчас мы попробуем разобраться, как и чем могут противостоять этим гигантам крупные хищные кошки-львы, мощные напористые носороги и массивные бегемоты. А ответ очень простой – ничем. Если дело касается взрослого здорового слона, то ни один из наших кандидатов не способен хоть как-то угрожать этому исполину. Но если мы возьмем маленьких, раненых, старых или больных слонов, то увидим, что хищные зубастые ребята, которые спокойно охотятся на детенышей и некрупных маленьких слонов, могут обеспечить себе плотный обед, а возможно и ужин, при этом накормив целый большой прайд. На канале есть ролики, где львы без особых усилий справляются с уже довольно немаленькими слонятами. Справа в верхнем углу оставлю подсказку на ролик. А мы переходим к травоядным представителям. Здесь слонам и их потомству повезло больше, и съесть их уже никто не хочет, а вся борьба в основном нацелена на отстаивание территории или, возможно, проявление агрессии во время брачных периодов. Давайте теперь перейдем на наши нарезки и посмотрим наиболее удачные кадры столкновений этих зверей. А первые у нас будут голодные, хищные, зубастые ребята, которые не против отужинать слонятиной. В первом ролике прайд львов пытался отбить слоненка от общей группы взрослых слонов, и им это удалось. Что касается взрослых слонов, то здесь львы абсолютно беспомощны и никаким образом не могут им навредить, а спасаются они только благодаря своей проворности, скорости, подвижности и хитрости. И если бы слон мог настигнуть льва, то последствия для него были бы необратимы. Например, здесь взрослый слон спокойно прогоняет кошек. А вот в следующем ролике матери пришлось бороться за жизнь своего беззащитного малыша против целого прайда хищников. Более опытные и хитрые львы знают, как без особых усилий завалить маленького слоненка.
Но не всегда гладко проходит такое нападение. Например, слоненок в этом ролике немного крупнее, но и львов здесь гораздо больше. Тем не менее, малыш смог дать достойный отпор и даже сам периодически атаковал обидчиков, тем самым спасая себе жизнь. А вот в следующем ролике отчаянная львица, вцепившись зубами и когтями в слоненка, неизвестно на что надеялась, ведь в одиночку завалить его ей явно не по силам, да и слон дал достойный отпор, в конце прогнав обидчицу. Иногда случается так, что слон своей любопытностью может спасти другое животное, например, как в этом ролике, где он отогнал льва от уже почти поверженного буйвола. Конечно, от полученных ранений, даже если травоядному собрату и удастся сбежать, вряд ли он долго протянет. И закончим со слонами счастливым случаем, где очередной жертвой стал малыш, но в этот раз вовремя подоспела на помощь группа взрослых слонов, отогнав неприятелей. Если со львами все понятно и слон физически не может атаковать львов, так как те разбегаются, то носороги зачастую не боятся этих гигантов и даже сами не прочь помериться силами. Давайте посмотрим, что может из этого получиться. Слон против носорога. В первом ролике наши герои встретились в ночное время суток у водоема. Видно, что слон явно был не в духе. Подойдя ближе, он яростно атаковал носорога. Причем атак было несколько и довольно мощных, что в один момент носорог не мог даже подняться. В ту ночь досталось ему точно не слабо. А мы смотрим следующий ролик, где самка носорога, видно в начале, точно была напугана нежданными гостями, но после даже сама давала отпор обидчику. Здесь по поведению слонов видно, что они пытаются отпугнуть и прогнать мать с детенышем, после в спокойствии насладиться водой из водоема. Но мать явно не собиралась сдаваться, и даже запугивание слонов в виде бросания палок и камней в их сторону не испугали ее, а в один момент слон, в очередной раз бросая палку, все же 2 раза попал по ней. К сожалению, неизвестно, чем закончилась стычка, но на последних кадрах видно, что носороги не отступили. Вот похожий случай, и стычка произошла опять из-за территории и доступ к воде, но в отличие от прошлого ролика, здесь и мать, и малыш почувствовали на себе мощь этого гиганта, а детенышу вообще повезло, что слон не переключился на него. А мы смотрим следующее столкновение, и здесь будет небольшая нарезка наиболее активных действий и атак как слонов, так и носорогов.
Делить нашим травоядным друзьям особо нечего, кроме той же травы, территории и, конечно же, воды, без которой долго не протянешь, особенно в засуху. Наверное, слон очень сильно хотел пить, что решил сразу же показать всю агрессию и убрать носорога с пути в прямом смысле этого слова. А закончим мы с носорогами интересным роликом, где уже слон оказался в замешательстве и явно был напуган такой яростной и неожиданной атакой. Особенно отчетливо был слышен звук удара. Следующие у нас на очереди еще одни травоядные ребята, умеющие открывать огромную пасть на 150 градусов. Это бегемот. Слон против бегемота. Так же, как и носороги, бегемоты являются травоядными братьями слонов, и делить им особо нечего, кроме той же самой территории. Из-за того, что бегемоты большую часть времени проводят в водоеме, куда нередко приходят слоны, принять водные процедуры и вдоволь напиться, иногда происходят небольшие стычки, и сейчас мы рассмотрим их подробнее. В первом ролике мирное нахождение бегемотов в своей среде нарушил слон, который зашел в самый эпицентр и разогнал всех, подталкивая своим хоботом. У него на пути оказался малыш, который растерялся и не знал, куда ему бежать. Наш герой явно понимал, что это малыш, и легкими тычками старался ему не навредить. Смотрим второе видео, где вначале вроде все шло хорошо, до тех пор, пока бегемот не подплыл слишком близко к матери со слоненком, которая тут же принялась его защищать и яростно атаковала бегемота, прогнав из болота, после преследовав его какое-то время. Тут уже бегемот попытался изучить слона сзади, прикусывая его за мягкие ткани и хвост. Если носороги порой пытались дать отпор слонам и даже нападали первые, то бегемоты в основном разбегаются. А вот в следующем ролике бегемот уже не из трусливых и убегать точно никуда не собирался, а в один момент показал свою стойкость и решительность, открыв огромную пасть. При виде такой уверенности слоны явно передумали с ним заигрывать и решили обойти стороной. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и бейте в колокол. Это поможет вам не пропускать новые видео. В комментариях можно написать, какие еще версусы хотели бы посмотреть. А я с вами прощаюсь и увидимся в новых роликах.